Сейчас мы видим, как здесь сохранился в исходном виде завод по производству тростникового сахара. Тростник попадал туда вверх на контейнеры, подавался, соответственно, на вот эти большие колеса, перемалывался тростник и выжимался из них сок. Мы находимся у макета. Сюда направлялся тростник, его клали между этих прессов и крутили вручную этот механизм и перерабатывали тростник, измельчали его. Здесь мы видим, что остается после первого прогона, после измельчения тростника. Это безотходное производство, можно сказать, потому что данное использовалось для того, чтобы отдать на корм животным и в том числе на почву, то есть удобрение почвы. Это чаны для выпаривания жидкости. Остаток превращается в темную густую массу – сироп. Один из последних этапов. Сюда засыпался сверху сахар, открывалось и засыпалось вниз в центрифугу. Здесь происходит разделение кристаллов сахара от патоки. Здесь мы видим цветение тростника. Очень красивое явление. Цветет тростник в июне, июле и августе. А это удивительное явление – свадьба тростника. Соцветия материнских форм помещаются в изоляторы из плотной хлопчатобумажной ткани. Происходит опыление соцветий, а в конце весны и начале лета сеянцы высаживались в поле. В процессе очистки и кристаллизации получаются разные виды сахара. В конце видео мы сделаем обзор на самые ценные из них. Сахар в мешках и бочках погружали на корабли и паровозы. После ферментации сиропа из тростникового сахара, а затем и процесса дистилляции, получаем высокоочищенный ром. Выбрали, наверное, самый эксклюзивный сахар, который здесь есть на заводе. Называется меласса. Это как раз самый насыщенный минералами и витаминами сахар тростниковый. Меласса содержит в себе кальций, магний, железо и много других минеральных и питательных веществ. Второй по степени очистки нерафинированный сахар называется мусковада. Оба вида сахара используются для выпечки, мясных блюд, соусов. Мы же любим добавлять меласса и мусковада в чай, кофе. Вкус напитка становится уникальным и приятно нам напоминает о любимом острове Маврикий. По вкусу эти два вида сахара сильно отличаются. Меласса мягче, присутствует меньше кислинки, узнается привкус карамели. Мусковада же с нотками ириски, немного горьковатым послевкусием. Меласса сахар найти гораздо сложнее. На острове мы его встретили исключительно на заводе, а мусковада можно приобрести в том числе и в супермаркетах. Цена на мелассу существенно дороже. Наша упаковка стоила 8 евро за 500 грамм.